Всем привет-привет! Сегодня мы с вами начинаем новую мини-серию на канале, которая будет посвящена мета-саундам. Видео будет несколько, точно пока не могу сказать сколько, я думаю минимум 4-5. Сегодня изучаем базу, знакомимся с редактором мета-саундов, изучаем инпуты, аутпуты, переменные, интерфейсы, настройки, патчи. Научимся проигрывать звуки, научимся рандомно выбирать звук из массива, посмотрим, что такое микшер, как печатать влог, разберемся с attenuation, создадим метасаунд взрыва, разберемся, как запускать метасаунды из блюпринтов, как устанавливать им параметры, как запускать триггеры, рассмотрим всю коммуникацию. И да, кода в данном уроке не будет, только блюпринты. Создадим метасаунды шагов персонажа, метасаунды прыжка персонажа. Посмотрим, как это все засетапить в анимационном блюпринте. Получится примерно следующее. Также дополнительно поработаем со специальным плагином для управления консольными командами. Очень удобная штука, покажу. По традиции огромная просьба подписываться на телеграм-канал. Выкладываю интересные посты по компьютерной графике, Unreal, искусственному интеллекту и в целом коду. У кого есть возможность поддержать на Boosty или Patreon, буду крайне признателен. И огромное спасибо патронам верхнего уровня. А мы с вами начинаем. Итак, что же такое глобально метасаунды? Метасаунды — это высокоуровневая визуальная система программирования аудио, которая предоставляет пользователю абсолютно полный контроль над обработкой цифровых сигналов. То есть глобально, если говорить простыми словами, мы можем программировать звук и управлять и видоизменять его в реальном времени. С помощью метасаундов можно создавать абсолютно автономные генеративные аудиосистемы, и метасаунды достаточно плотно интегрированы в сам движок. То есть, по сути, это аудиоблюпринты. Предыдущая аудиосистема была достаточно простенькая, в целом там тоже можно было немного программировать, но ее даже близко нельзя сравнивать с метасаундами. Сегодня в этом убедимся. Для данного мини-курса я создал отдельный вики, в самом конце данной лекции покажу. Там будут все ссылочки, как обычно, которые будут в видео, и плюс будет отдельный репозиторий. Кто следит за телеграм-каналом, я делал отдельный пост, в котором выкладывал различные полезные ссылки для тех, кто хочет заниматься всерьез аудиодизайном. И если вы хотите работать со звуком углубленно, то я крайне рекомендую начать свой путь аудиодизайнера с Pure Data. Это визуальная среда программирования, в основном используется для аудио, она имеет открытый код, и она также нодовая. И смысл в том, что материалов, туториалов по Pure Data очень много в сети, поэтому въехать в процесс будет достаточно просто. И фишка в том, что многие ноды, которые в Pure Data и в метасаундах, они идентичны. В другом контексте, естественно, но смысл понятен. Либо для старта можно использовать Max. Интерфейс очень похожий, там, по-моему, даже один программист причастен к обоим продуктам. Можно программировать аудио, визуалы, подключать музыкальные инструменты, MIDI. Max платный, но там имеется 30-дневная триалка. В общем, кайф, для кого звук интересен. Документация также подробная, имеется комьюнити. Вон, кстати, можно Arduino подключать. Код там, кстати, можно также писать в специальных нодах. Не помню, Python или какой-то у них свой скрипт. Не суть. Дополнительно на сайте Pure Data имеется страница со списком книг про Pure Data и про аудиовизуальный дизайн в целом. Одна из классических называется Design Sound. Она была написана достаточно давно, в 10-м, но, как несложно догадаться, глобально ничего со звуком не изменилось. То есть звук как был волной, так ей и остается. А теперь по-настоящему приступаем к метасаундам. Я создал проект игры от третьего лица из стандартного анриловского шаблона. Проект блюпринтовый, кода сегодня не будет. Напоминаю, как это выглядит, если кто подзабыл. Манекенный персонаж, вид от третьего лица, input настроен, и в целом это все. Итак, первое, что нужно знать, MetaSounds — это плагин, который по умолчанию включен. Если вдруг что, открываете
окно с плагинами, находите MetaSound. Он также находится пока еще в бетке. И мы видим, что галочка по умолчанию стоит. Создаю в корне нашей игры в директории Content дополнительную поддиректорию, назову ее MetaSounds. В данной директории будем сегодня создавать все ассеты, которые относятся к звукам. И давайте создадим наш первый MetaSound. Правой кнопкой мыши в меню находим аудио. Ассет называется MetaSound Source. Он должен быть в самом верху списка. Выбираем его. Данный MetaSound будем использовать чисто для ознакомления, поэтому назову как-нибудь его MetaSound урок 1, Lesson 1. Кликаем 2 раза, и открывается редактор MetaSound. Он достаточно простенький, выглядит примерно так же, как и все другие блюпринтовые ассеты. По центру у нас Blueprint Graph, где программируется логика MetaSound. Слева вверху первое окошко Members. Здесь находятся входы-выходы MetaSound и также переменные, которые мы используем в MetaSound. Далее идет окошко интерфейсов. Интерфейсы позволяют работать с другими подсистемами. Классическое окно Details. По сути, это все property настройки конкретной ноды. Имеются также глобальные настройки Source и MetaSound. Все это сегодня мы с вами посмотрим. И если какое-нибудь окошко закрыто, идем в меню Windows и в самом верху открываем необходимое нам окно. В списке также видим, что имеется окно Analyzers, это панель справа, и по сути это уровень звука децибела. Итак, перед нами блюпринтовый граф. Логика в MetaSound абсолютно такая же, как и во всех других блюпринтах. То есть у нас имеются ноды, они же функции, мы их соединяем нитками и получаем некий флоу выполнения. То есть, грубо говоря, список указателей на функции. Точка входа сейчас одна, onPlay. То есть это триггер, который запустится по умолчанию, если мы в блюпринтах запустим проигрывание MetaSound. В MetaSound можно добавлять дополнительные триггеры. Это мы также сегодня с вами посмотрим. Но пока для старта нам достаточно триггера onPlay. И мы все-таки с вами программисты, канал про программирование в основном. Поэтому первое, что хотелось бы узнать, как делать, это как вводить информацию в лог. Как несложно догадаться, логирование поможет нам в изучении метасаундов и также в дальнейшем может пригодиться в качестве дебагинга. У класса метасаунда имеется несколько нод, которые позволяют логировать информацию. Кликаем на графе правой кнопкой мыши. Открывается абсолютно такое же контекстное меню, как и в других блюпринтах, и в поиске вводим print. Имеется несколько функций логирования, которые позволяют вывести string, int, float и boolean. Я выбрал ноду, которая логирует строку, и сразу соединил пины onPlay и trigger. А в лог давайте напечатаем строку hello MetaSounds. Можно приоттачить окно логирования прямо в MetaSound. Перетаскиваем лог. И прикрепляю в самый низ. Так, отлично. Очищаю лог. Триггер onPlay можно запустить прямо в блюпринте. Для этого необходимо нажать на кнопку Play, которая находится на верхней панели. И вуаля! В лог вывелось наше сообщение. Также обращаю внимание, что наш MetaSound активный, идет время. Грубо говоря, функция tick вызывается. Не уверен, кстати, что она именно tick называется под капотом MetaSounds, но anyway. Триггеры могут соединяться с несколькими нодами. То есть, грубо говоря, триггер может вызвать несколько функций. Например, наш лог. И давайте вытащим вторую нитку и подключим в ноду onFinished. Данная нода останавливает выполнение tick MetaSound. И если мы нажмем Play, то увидим, что никакое время больше не проигрывается. То есть на Play мы пишем в лог и останавливаем MetaSound. То есть, например, без ноды onFinished может быть какая-нибудь бэкграунд-музыка, а с onFinished, например, звук взрыва. И нода onFinished является частью интерфейса OneShot, который мы с вами можем видеть в окне с интерфейсами. То есть мы можем, например, удалить данный интерфейс, он по умолчанию добавлен. Нажимаем на корзину, и нода onFinished удалилась, и тем самым, кстати, пропал warning у нашего MetaSound. То есть для бэкграунд-музыки можно данный интерфейс смело удалять. Но его легко вернуть, выбираем из списка, и он добавлен. Единственное, что ноду onFinished необходимо будет вытащить из аутпута. Вот она. Перетаскиваем, все вернулось на свои места.
Давайте создадим какой-нибудь свой input, нажимаем на плюсик. Добавился input с именем input. Давайте назовем его input float. В панели Details можно изменить имя инпута. Доступно несколько типов. Все типы связаны, естественно, с аудио. И также классические типы, как boolean, string, float, int. Мы пока с вами оставим input float, но другие типы также сегодня потестируем. Drag-and-drop input можно вытащить на Blueprint Graph. Видим, что float input имеет вид кругового слайдера. В панели Details можно настроить отрезок слайдера, допустим, от минус 10 до 10, установить какое-нибудь дефолтное значение. И смысл в том, что с помощью данного инпута мы можем динамически изменять параметры нашего метасаунда. Круговой слайдер называется Knob. Дополнительно можно поменять единицы измерения, например, установить частоту, герцы, либо звук, децибелы. Но мы пока оставим обычный float без единиц измерения. Также knob можно поменять на обычный слайдер, горизонтальный, либо выбрать вертикальный. То есть все зависит от вашего сетапа. Может, вы вообще будете диджеить с помощью метасаунда. Я оставлю knob, поскольку он более компактный для наших учебных целей. И, например, на play мы можем вывести в консоль значение нашего слайдера. Использую функцию printFloat. Функцию буду вызывать с помощью onPlay и подставляю значение из нашего input float. И видим, что значение корректно вводится в консоль. И, кстати, если вы попытаетесь вытащить второй input, то это просто ссылка на тот же самый input. Значение одно и то же. Теперь давайте рассмотрим другой тип инпута. Тип триггера. То есть аналог триггера onPlay, только свой кастомный. Триггер event — это точка входа, которая запускает поток выполнения. Назовем наш input bank. Вытаскиваю его на граф. Очистим консоль. Также отключу пины от триггера play. И пусть триггер bank вызывает функцию печатания строки. Я запустил метасаунд, ничего не происходит. Но я могу симулировать данный bank. Видим, имеется в панели Details кнопка Simulate или такая же стрелочка-кнопка на самой ноде. И каждый раз при нажатии на данную кнопку печатается строка. Все понятно. Аутпуты мы сегодня с вами рассматривать не будем, хотя, естественно, косвенно мы уже посмотрели с вами на output on finish. И имеется также второй output, самый главный, который выводит звуковой сигнал. Совсем скоро до него доберемся. И третий блок в панели Members — это переменные. То есть мы можем создать какие-то собственные переменные, которые наш метасаунд будет использовать. Типы у переменных могут быть абсолютно такие же, как и у инпутов. Мы сегодня с вами с массивами поработаем в качестве членов нашего метасаунд класса. Переменную также drag-and-drop можно выбросить на граф. Если мы просто бросаем, то создается getter, а если мы выбрасываем с зажатым шифтом, то создается setter нода. Переменную удалю, сейчас нам не нужна. Имеется две категории дефолтных настроек. Source, можно нажать на кнопку. Они отобразятся в панели Details. Здесь, как и в старых аудио блюпринтах в Unreal, можно настраивать Sound Class, Attenuation Settings. Скорее всего, в других лекциях мы с вами рассмотрим некоторые из данных настроек. Сейчас они нам также не важны. И имеются еще одни настройки, MetaSound. Здесь, например, можно выбрать тип аутпута, то есть либо моно, либо стерео, либо 5.1, либо 7.1. Сегодня также на этом акцентировать внимание не будем. Нам достаточно моноканала. Но если, например, выбрать стерео, то моно заменяется на два аутпута, то есть левый канал и правый. Так, давайте вернем на моно. А другие настройки, по сути, это метаинформация. Автор блюпринта, display name, description — это описание. В общем, больше про документацию. Совсем скоро уже проиграем наш первый звук, а пока что давайте перейдем в Editor Preferences. Покажу некоторые настройки. Находим слева раздел MetaSound Editor. Находится он в Content Editors.
Настроек MetaSound Editor не так много. Первые две настройки — это ассеты MetaSound Source и патча, будут ли они отображаться в ассет-меню или нет. Я поставил галочку напротив патча, и теперь в категории аудио имеется как MetaSound Source, так и MetaSound Patch. С патчами сегодня также поработаем. Можно добавить дефолтного автора. Данное имя будет отображаться по умолчанию в каждом метасаунде. Также только что с вами видели где. Можно настроить дефолтный виджет. То есть, например, мы хотим, чтобы по умолчанию был не кноп, а горизонтальный или вертикальный слайдер. А остальные настройки — это чисто дизайн. И также могут полезны различные горячие клавиши. В секции General Keyboard Shortcuts. И в поиске можно отфильтровать MetaSound. Показались действия, которые можно забиндить на различные хоткеи. Самое удобное, например, для меня — это биндить кнопки Play и Stop, чтобы каждый раз курсором на верхней панели их не искать. Можно выбрать какое-то свое сочетание. Я, например, забиндил Ctrl-P, Ctrl-O. И несложно догадаться, теперь в MetaSound с помощью данных шорткатов я могу включать и останавливать свой MetaSound. И, как мы видим, шорткаты работают. Ну что, мы с вами близки к запуску звука. Удалю все ненужные ноды с нашего графа. Контекстное меню с нодами можно открыть с помощью клика на правую кнопку мыши. Это мы с вами уже поняли. Имеется несколько категорий: инпуты. Здесь мы можем видеть onPlay и также два наших инпута, которые мы добавили. Основные ноды находятся в категории Functions. Например, различные генераторы, которые мы будем с вами рассматривать в следующих видео. Также мы с вами залезали уже в категорию Debug. Здесь находятся принты. И имеется категория Conversions. Здесь находятся ноды для перевода друг в друга объектов разных типов. В корне категории Functions находятся различные плееры, и я выбрал ноду Wave Player Mono. Данная фундаментальная нода умеет проигрывать аудиофайл. И интуитивно понятно, что нужно сделать. Необходимо триггер onPlay соединить с инпутом Play нашего Wave Player. После того, как аудиофайл проиграется, будет вызван out данной ноды onFinished, и мы его соединяем с нашим outputом onFinished. А в самом низу имеется out mono, который мы соединяем с нашим output'ом mono. То есть подаем сигнал на выход. Аудиофайл, точнее ассет, который мы хотим проиграть, необходимо выбрать в property Wave Asset. В проекте у нас никаких звуковых ассетов нет, но можно активировать Engine Content и выбрать какой-нибудь звук. Например, давайте выберем наш любимый звук успешной компиляции. Ассеты — это классические саунд-вейвы, которые создаются, когда мы импортируем, например, какой-нибудь WAV-файл. Ну что, мы готовы с вами проиграть наш первый звук. Нажимаем на Play. Узнали, надеюсь, данный звук. Он проигрывается, когда у нас Hot Reload успешен. Сейчас я установил Boolean Loop в True, и, как мы слышали, звук проигрывается бесконечно. И событие onFinish никогда не приходит. Но приходит событие onLooped. Давайте в этом убедимся. Для этого мы можем вывести что-нибудь в лог. Соединяю event onLooped с триггером printLog и выводим в лог, например, строку loop. Запускаю MetaSound. И каждый раз, когда звук проигрывается, в лог выводится строчка loop, а звук запускается по новой. Давайте на самом деле нормальные звуки добавим, чтобы было интереснее. Создам в директории MetaSounds дополнительную поддиректорию, назову ее Assets. Имеется неплохой сайт с достаточно качественными, как по мне, сэмплами, называется он Lander. Разные жанры, разные музыкальные инструменты. И плюс в том, что здесь имеются достаточно неплохие бесплатные паки. Free Samples. То есть для качественного учебного процесса, мне кажется, вполне достаточно. Плюс сэмплов достаточно много, можно перейти в полную коллекцию по какой-нибудь категории и видим, сколько их здесь. Также я нашел достаточно забавный 8-битный редактор, такой MetaSound на минималках.
То есть подойдет для какой-нибудь простенькой игры в стиле pixel art. И также, видимо, имеется кнопка справа внизу Save WAV. То есть после того, как вы настроили эффект, его можно сохранить. Напомню, какие форматы поддерживает Unreal, то есть какие типы аудио можно симпортировать. Это WAV, OGG, FLAC и AIF. Я подобрал пару сэмплов с сайта Lender, которые сейчас мы с вами симпортируем. 2 звука. И для импортирования достаточно драг-н-дропом перебросить файлы в контент-браузер. Один звук это биточек, а второй это гитара в стиле Doom, в стиле Мика Гордона, то есть такой джентик. Давайте выберем биток. Единственное, я отключу Engine Content. И выбираю только что симпортированный файл битка. Луп убрал, послушаем. Работает, а теперь давайте зациклим данный биток. Ну, то есть биток, сэмпл, бесшовный, все как надо, отлично. А теперь давайте запустим второй звук. Копирую моноплеер. Звук будет не зациклен. Проигрывать будем гитару из Дума. Выбираю второй ассет, который я добавил. И будем его проигрывать вручную, то есть при срабатывании нашего триггера Bang. Добавляю его на граф, подключаю в pin play. И какая у нас имеется проблема? Проблема в том, что out-нода моно у нас одна, но звуковых сигнала 2. То есть мы можем включить либо один, либо второй. Нас это не устраивает. Мы хотим проигрывать звук в миксе 2 одновременно. Для этой цели имеет специальная нода, которая называется миксер. Их несколько в зависимости от того, сколько сигналов мы хотим замикшировать. Максимальное количество 8, но понятно, что если нам нужно больше, мы добавляем просто еще один миксер из 8. В общем, бесконечное количество сигналов можно свести. Мы воспользуемся самой простенькой нодой, мономиксер, 2 сигнала на вход, один в пин 0, другой в пин 1 и итоговый сигнал в out mono. Gain — это дополнительный параметр, по сути это уровень громкости. Ну что, давайте запустим нашу DJ-машину, нажимаю на play. Ну, то есть понятно, что происходит у нас. В лупе играет наш биток, и я вызываю наш event Bang с помощью кнопки Simulate, который запускает гитару из Дума. И, как несложно догадаться, все это можно программировать и влиять на все инпуты в блюпринтах. Давайте добавим на граф наш input float и переименуем его в pitch. Параметр pitch отвечает за высоту звука. Настроим отрезок слайдера от -5 до 5. И подключим наш input в pitch shift waveplayer. И, как я уже говорил, с помощью инпутов в real-time можно изменять некоторые параметры в метасаундах. Гитара слишком громко звучит, поэтому gain можно уменьшить у второго вавплеера. И, кстати, справа в окне Analyzers можно смотреть, сколько у нас децибел на выходе. Давайте послушаем данный метасаунд в игре. Базовый сетап элементарный. Нам необходимо просто данный метасаунд вытащить на наш игровой уровень. Находим его в контент-браузере в директории MetaSounds, Lesson 1. Автоматически создается специальный актор Ambient Sound. Так, у меня только панель Details закрыта. Открываю ее, Window,
Details. И у данного Ambient Sound имеется стандартный аудиокомпонент, у которого в Property Sound устанавливается наш Meta Sound. Базовый класс, кстати, у Meta Sound под капотом также Soundbase. Поэтому аудиокомпонент умеет спокойно проигрывать мета-саунды. Все работает, звук зацикленно играет, гитарки, естественно, нет, поскольку ее необходимо вызывать по отдельному триггеру. Итак, мы с вами рассмотрели самую базу, познакомились с редактором, давайте делать что-нибудь поинтереснее. Сделаем с вами падающие шары, которые при столкновении с землей издают звук взрыва. На данном примере узнаем, как вызывать триггеры из блюпринтов и также устанавливать различные параметры в MetaSound. Давайте в контенте создадим дополнительную директорию, назовем ее World. И первый блюпринт, который нам понадобится, это класс шара, объекты которого мы будем создавать. Создаем блюпринт, наследуемся от актора, называем его BP Ball. Открываем блюпринт и добавляем в дерево компонентов компонент сферы. Шары с миром будут взаимодействовать, давайте включим на них физику, выбираем Property Simulate Physics. И также нам потребуется событие при столкновении сферы с полом, поэтому необходимо включить генерацию хит-ивентов. Переходим на Event Graph и сразу добавим Hit Event. И пока что единственное, что мы сделаем, это установим время жизни нашего Ball актора с помощью специального метода актора, который называется setLifespan. Пусть будет 5 секунд. Под капотом просто ставится таймер, и при его срабатывании через 5 секунд будет вызвана функция Destroy актора. И также нам потребуется некий класс-контроллер, который будет создавать данные шары. Также наследуемся от актора и назовем его BP Ball Spawner. Открываем новый блюпринт. Переходим на Event Graph. И добавим на Begin Play Timer. Метод называется setTimerByEvent. И, допустим, будем спаунить шар каждые 2 секунды. Устанавливаем флаг Looping в True. Таймер будет перезапускаться и создаем кастомный ивент onSpawn, который будет вызываться при срабатывании таймера. И, как несложно догадаться, при срабатывании таймера нам необходимо вызвать функцию SpawnActorFromClass. В списке классов находим наш BP Ball. И давайте поработаем немного над трансформацией. А точнее, нам нужно будет установить только Translation нашей матрицы трансформации. И давайте будем генерировать локацию шара, которую мы хотим заспаунить в неком AABB боксе. Для этого можно воспользоваться функцией RandomPointInBoundingBox из структуры FMAS. AccessAlignBoundingBox — это такой бокс, у которого стороны параллельны осям координат. Центр бокса будет совпадать с локацией нашего спаунера, а размеры, точнее половинчатые размеры, давайте какие-нибудь зададим произвольные. Пусть будет 500, 500, 100. И на самом деле уже можно протестировать. Давайте скомпилируемся. Вытащим Ball Spawner на сцену, разместим его чуть повыше. И давайте наш MetaSound Lesson удалим, он сейчас нам не нужен. Запускаю игру. И шары начали генерироваться. У каждого шара время жизни 5 секунд, поэтому они должны удаляться, что, собственно, и происходит. Кстати, наверное, один косяк есть в нашем сетапе. Давайте проверим, сколько раз вызывается Event Hit. Физическая симуляция у нас идет после столкновения, поэтому данное событие должно быть вызвано достаточно много раз. И для теста, чтобы не захламлять лог, я буду генерировать всего лишь один шар. Итак, открываем лог, запускаем. И видим, на экране на самом деле печатается, сколько раз вызывается хит. При контакте с полом мы с вами будем проигрывать звук, поэтому может получиться какофония. Давайте реагировать на событие Event Hit только один раз.
Поэтому после того, как один раз hit сработал, я вызову специальный метод примитивного компонента, который называется setNotifyRigidBodyCollision. И параметр метода должен быть false. Давайте проверять. Запускаем проект. И hit вывелся один раз. Это то, что нам нужно. Удаляю лог. И также возвращаю цикл в наш таймер. Нам нужны звуки реальных взрывов. И мы с вами их возьмем из проекта Lyra Game. Его можно бесплатно скачать из маркетплейса. Это контент Epic Games. На канале, кстати, есть 4 серии код-ревью Лиры. Кто не смотрел, рекомендую ознакомиться. Кстати, рекомендую посмотреть мета-саунды в Лире, в City Sample и в Electric Dreams проекте. Там достаточно интересные сетапы мета-саундов, поэтому как референсы и в качестве обучения их можно использовать. Итак, проект открылся, можно отфильтровать ассеты по мета-саунд source и посмотреть различные сетапы мета-саундов. Давайте какой-нибудь послушаем. То есть слышно, что имеется эффект дилея, звучит прикольно. Это раз, но на самом деле нам-то с вами нужны саунд-вейвы, поскольку мы будем просто мигрировать сырые ассеты звуковые. Поэтому я отфильтровал по саунд-вейвам. И при столкновении с полом мы с вами будем проигрывать ассеты с именами Grenade, Explode, Body, нижнее подчеркивание, номер. Три ассета имеются, поэтому я их выделяю правой кнопкой мыши и в контекстном меню Asset Actions Migrate. После этого нажимаю на ОК. И необходимо указать папку Content проекта, в который вы хотите их смигрировать. Это раз, но это еще не все. Чтобы не возвращаться к данному проекту, давайте сразу смигрируем звуки шагов персонажа. Мы также их добавим. Ввожу в поиски Footsteps. И мы видим, имеется 11 саундвейвов, поэтому я также их все мигрирую в директорию контент нашего проекта MetaSounds. И также мы с вами добавим звуковой эффект при прыжке. Звуковые файлы содержат в себе слово dash. Их должно быть 2, и я их мигрирую. Все, на этом лиру можно закрывать, больше нам сегодня не понадобится. Возвращаемся в наш основной проект. Soundwave были успешно импортированы. Давайте их только перенесем в нашу директорию MetaSounds, Assets. А директорию аудио я удаляю. И таким образом мы имеем с вами звуки взрыва гранат, которые мы с вами будем использовать для шара. Также звуки шагов и звуки прыжков. Создадим новый мета-саунд. Назовем его Explosion. Взрыва у нас, конечно, никакого не будет, но можете добавить самостоятельно. Итак, нам потребуется Wave Player. Работаем с вами в моно сегодня. Подключаем Play. Выбираем пока что любой звук из наших 3 звуков Explosion. Соединяем пины On Finished. И также выводим аудиосигнал. Это работает, но что мы с вами хотим сделать? А хотим мы с вами сделать следующее. Мы можем завести массив звуков. Для этого создаем новую переменную, называем ее Explosions. Тип у данной переменной будет WaveAsset.
И на самом деле это у нас будет массив. Для того, чтобы из переменной сделать массив, необходимо нажать на чекбокс из Array напротив Property Type. После этого в панели Details можем засетапить наш Array. У нас с вами 3 звука, поэтому добавляем 3 элемента массива и указываем соответствующие sound-вейвы. И теперь в Wave Player мы можем передать Wave Asset из нашего массива Explosions. Для этого можно воспользоваться специальной функцией get, которая возвращает элемент массива по индексу. Работает, но, как несложно догадаться, я хочу каждый раз при срабатывании триггера OnPlay проигрывать рандомный звук из нашего массива. Функция называется RandomGet. Функция шаблонная, имеются различные специализации шаблона. Нам необходима специализация Wave Asset. Подключаем наш массив Explosions в pin in Array. То есть будет сгенерирован рандомный индекс, и по данному индексу вернется Wave Asset в пине Value. Функцию необходимо добавить в общий flow. У нее имеется pin Next, который генерирует рандомный ассет. И output pin onNext необходимо соединить с play пином Wave Player. Это весь сетап. Давайте проверим. Звуки, конечно, похожи, но я думаю, было слышно, что разные ассеты проигрывались. Метасаунд получился элементарный, simple. Давайте перейдем в блюпринт нашего шара и добавим аудиокомпонент, который будет проигрывать наш метасаунд. Видим, какой Unreal умный, он даже предлагает такое же имя для нашего аудиокомпонента, как у нашего метасаунда. И автоматически в Property Sound он установил наш метасаунд. Итак, мы столкнулись с полом, либо с каким-то другим объектом. Вызвался event hit. И при столкновении давайте проигрывать наш метасаунд. Для этого у объекта аудиокомпонента необходимо вызвать метод play. И в результате срабатывания данного метода в нашем метасаунде будет вызван input trigger on play. И метасаунд должен проиграться. Давайте проверим. Давайте визуализируем звук. Для этого ввожу специальную консольную команду, которая называется 3D Visualize Enabled с параметром 1. И я думаю, все поняли, какая у нас имеется проблема. На самом деле OnPlay также вызывается при активации компонента. И в итоге у нас триггер OnPlay срабатывает 2 раза. На самом деле можно дефолтный OnPlay удалить и добавить собственный триггер, как мы с вами совсем недавно делали. Назовем его Bang, а заодно и посмотрим, как вызвать триггер из блюпринта. И понятно, что у нас дефолтного триггера OnPlay больше нет. И если мы запустим игру, то звука не будет вообще. И давайте вызовем триггер из блюпринтов. У аудиокомпонента имеется специальный метод, который называется executeTriggerParameter. И в качестве аргумента данный метод принимает имя триггера. У нас с вами триггер называется Bang. Давайте проверять. Запускаю игру. Теперь все работает как надо, с этим разобрались. Давайте развивать наш сетап дальше. Давайте теперь при спауне шара будем изменять его scale. То есть на BeginPlay будем вызывать метод setWorldScale3D. Scale будем изменять, естественно, у сферы. Scale будет одинаковый по всем осям.
Воспользуемся вспомогательной нодой makeVector. И scale будем генерировать рандомно с помощью функции randomFloat inRange. Минимальное значение при рандоме пусть будет 0,3, а максимальная единичка. Рандомное число нам необходимо сохранить в некий член класса. Назовем его scale. И подставляем его в x, в y и в z. Давайте посмотрим, как это выглядит теперь. Отлично, шары у нас теперь отличаются. И, естественно, чем меньше шар, тем он должен меньше греметь. Данного эффекта можно добиться разными способами. Мы с вами давайте сделаем через миксер, потому что у миксера имеется параметр гейна, и мы можем контролировать громкость с помощью данного параметра. То есть миксер в данном конкретном случае мы используем не для микширования сигналов, а лишь для контроля гейна. Создаю дополнительный input типа float, называю его size, и в данный input мы будем подставлять scale нашего шара, то есть, грубо говоря, уровень гейна будет также меняться от 0,3 до единицы. Давайте зациклим звук для теста. Запускаем MetaSound, нажимаем Bang. По умолчанию input size 0, поэтому мы сейчас ничего не слышим. Давайте его покрутим. Можно также смотреть на полоску справа. И для дебага дополнительно можем добавить вывод в консоль. Значение input size, выбираем print log float, выводить в лог будем при событии onFinished. И теперь данный input необходимо установить в блюпринте ball. Необходимо вызвать еще один метод нашего аудиокомпонента, который называется setFloatParameter. В аргумент inFloat передаем наш scale, а имя нашего параметра size. Слетает иногда настройка сохранения при успешной компиляции. Проставляю ее. Так, только в метасаунде необходимо луп убрать, который мы включали для теста. И также давайте печатать на самом деле не на finish, а на onPlay. Открываю лог, запускаю игру и в лог также смотрим. Работает. Теперь давайте разберем концепт attenuation. Временно отключу в Blueprint спаунере спаун шаров. Вытаскиваю на сцену наш предыдущий MetaSound. Так, я звук при записи сейчас отключил. Ввожу специальную команду, которая называется 3D Visualize Attenuation с аргументом единичка. Сразу ее скопирую. Нажимаю Enter и смотрим в HUD. Attenuation описывает расстояние от слушателя до звука. Точнее, даже от камеры. Видим, я сейчас нахожусь практически в звуке, то есть distance очень маленький. А когда убегают звука, то дистанция, естественно, увеличивается. И что же мы с этим можем сделать? А мы можем сделать следующее. Мы можем контролировать громкость в зависимости от расстояния до звука. Консольную команду Attenuation необходимо вызывать каждый раз, она не сохраняется в худе, поэтому я пока что на Begin Play, например, в Ball спаунере, вызову функцию Execute консоль команд с командой Attenuation.
И теперь при старте у нас всегда будет отображаться HUD с информацией Attenuation. Пока что так, это чисто для дебага. Как получить данный параметр расстояния в метасаунде? Делается с помощью добавления соответствующего интерфейса, который называется Attenuation. После этого добавится дополнительный input, который называется Distance. Мы его можем вытащить на граф. И давайте в качестве теста просто залогируем данное значение, проверим, что оно корректное. Тип float, поэтому использую соответствующий print. И выводить будем данное значение при возникновении события onLooped. Открываю лог и смотрим туда и в HUD. То есть параметр приходит правильно, поэтому мы его можем использовать в качестве контроля громкости нашего звука. Но если мы его подключим напрямую в gain, то будет какая-то лажа, точнее будет адский перегруз. Нам необходимо экстраполировать значение distance в gain. Для этого имеется специальная функция, которая называется map range float. То есть данная функция значение из одного отрезка в процентном соотношении переносит на другой. Входное значение у нас distance, оно подключено в in. Входной отрезок пусть будет от 200 до 2000 юнитов, а соответствующий уровень гейна должен быть от единицы до нуля. То есть, когда мы находимся на расстоянии 200 или ближе, за это, кстати, отвечает флаг clamped, то гейн равняется единице, а когда на расстоянии 2000 или дальше, то гейн равняется нулю. А промежуточные значения будут пропорциональны. Все, ничего не слышно, мы убежали за 2000 юнитов от звука. Возвращаемся. Так, надеюсь, это понятно. Это один из способов, как можно сделать attenuation. Имеется и другой способ, имеется специальный asset attenuation setting. Сегодня его рассматривать не будем, но кто работал со звуком раньше, знает про него. Давайте этот же эффект добавим в наш MetaSound Explosion. Копирую ноду MapRange. Вставляю в MetaSound Explosion. Добавляю интерфейс Attenuation. Кстати, я надеюсь, понятно, что все параметры того же рейнджа можно также передавать через блюпринты, то есть полностью параметризировать или изменять данные параметры в зависимости от ситуации. Но gain у нас уже с вами подставляется в наш миксер из input size. Поэтому, чтобы задействовать оба параметра, нам необходимо их правильно перемножить. То есть теперь на уровень звука у нас влияет как размер шара, так и расстояние до него. Удаляю с уровня бэкграундный звук. Также давайте вернем спаун шаров. Запускаемся. Убежали за 2000 юнитов. Звук шаров не слышно. Все, сетап работает. Давайте продолжать. И следующее, чем мы займемся, это звуками шагов. Поэтому создаем новый MetaSound Source. Называем его MetaSound Footsteps. По аналогии с Explosion создаем переменную, в котором будем хранить все возможные звуки шагов. Называем переменную footsteps, и это будет массив wave ассетов. Добавляем в массив все звуки шагов, которые мы смигрировали с проекта Лиры.
Видео немного ускорю, поскольку там 11 ассетов, понятно, как все добавлять. И по сути я хочу сделать то же самое, что мы с вами сделали со взрывами, то есть рандомно выбирать звук для шага персонажа. То есть можно просто скопировать рандомизатор, wave player, все будет работать, но можно сделать более элегантно. Можно данную функциональность инкапсулировать в специальном ассете, который называется MetaSound Patch. То есть это некий подграф, и название, кстати, достаточно удачно выбрано, поскольку в других аудиовизуальных программах набор нот также называется Patch. Давайте назовем наш патч Random Play. Blueprint выглядит практически идентично, так же как и основной класс MetaSound, только никаких инпутов и аутпутов по умолчанию. Копируем из MetaSound Explosion ноду RandomGet и WavePlayer и вставляем в Random Play. При попадании в патч мы должны вызвать нашу последовательность нот, поэтому можно вытащить из Next нитку и выбрать Promote to Graph Input и назвать созданный input Play. Второй input, который нам потребуется, это массив wave ассетов. Аналогичным способом промоутируем в Graph Input и назовем его, например, Sounds. И также нам необходимо создать аутпуты. Создадим output onFinished. Имя по умолчанию отличное, можно не менять. И также необходимо вывести аудиосигнал. OutMono также подходит. Все, наш патч готов. Давайте теперь его использовать. Кстати, в настройках по умолчанию имя подставилось, которое я указал в настройках эдитора. Сначала проапгрейдим MetaSound Explosion. Теперь мы с вами можем данные две ноды заменить на патч. И наш патч можно найти в категории графов Random Play. И все, что нужно сделать, это перебросить все нитки. Нитки на вход и также нитки на выход. Все очень просто, и две ноды нам теперь не нужны. Blueprint стал намного чище, и данный функционал сейчас будем переиспользовать в других метасаундах. Давайте быстренько проверим, что ничего не сломалось. Работает, и перемещаемся в метасаунд шагов. Данный метасаунд будет максимально элементарным. Вытаскиваем наш граф Random Play и просто подключаем все пины. Все, метасаунд шагов готов. Давайте проверять. И еще один метасаунд добавим, который будет отвечать за звук прыжка персонажа. Назовем его MetaSound Jump. Данный метасаунд будет абсолютно таким же, как и MetaSound Footsteps. Создаю массив wave ассетов, jumps. Из лиры я мигрировал всего два ассета. Добавляю их в массив. Вызываю наш граф Random Play и подключаю все пины. Давайте проверим. И теперь данные метасаунды необходимо установить в нужные места. Для этого открываем Blueprint нашего персонажа. В панели Details находим Animation Blueprint класс. Фокусируемся на нем. Открываем анимационный Blueprint. И в Asset браузере находим анимацию Walk Forward. И видим, что на таймлайне нашей анимации уже имеются метки на тех кадрах, где нога персонажа соприкасается с полом. Левая нога и правая. Left и right. И удобство в том, что мы прямо на данный анимационный таймлайн сможем с вами добавить проигрывание звуков. Можно добавить отдельный notification track. Назовем его Sounds.
И кликая правой кнопкой мыши на данном треке, выбираем в контекстном меню Add Notify Play Sound. Создается объект плашка звука, и в панели Details можем выбрать наш MetaSound Footsteps. И с помощью хоткеев Ctrl-C, Ctrl-V можно данный звук скопировать, вставить и разместить под метками. Запустить проигрывание таймлайна можно с помощью пробелов, и, как мы только что слышали, все звуки работают. Сохраняем ассет, и давайте то же самое сделаем с анимацией прыжка. То есть где-нибудь в начале таймлайна добавим наш второй метасаунд. Трек отдельный создавать не буду, можно на самом деле первый переименовать. Добавляю Notify Play Sound и выбираю в панели Details MetaSound Jump. Все проигрывается, по сути это весь сетап. Данный ассет также сохраняем. На самом деле, если у вас более сложная логика, то есть, например, нужно звук шагов определять в зависимости от поверхности, то звуки можно не напрямую играть, а подписаться на Notify, на метки, которые мы с вами видели, и дальше в зависимости от поверхности проигрывать соответствующий метасаунд. То есть в метасаунде можно создать какой-нибудь параметр Surface и его туда передавать. Давайте посмотрим, что у нас получилось. Так, звук прыжка есть, а звуков шагов нет. Я, походу, не туда добавил, нам нужен ассет Run Forward. Как такового обычного хождения нету. Персонаж сразу бежит, поэтому я проделаю абсолютно такую же процедуру с другим анимационным ассетом. Все, теперь звуки шагов есть. Единственное, давайте что сделаем. Сделаем немного потише звук прыжка. Все звуки, конечно, нужно сводить аудиодизайнеру, чтобы общая картина была идеальной. Мы с вами тренируемся, изучаем основы, поэтому значение я выбираю чисто на глаз. Давайте домножать, например, на 0,3. Или даже на 0,1. Все вроде ок. Проверяем. Видели, да? Сейчас все равно имеется косяк при столкновении с персонажем. Хит-ивенты приходят. Можно сделать проверку, что если мы столкнулись с спауном, то ничего не делаем. Для этого воспользоваться специальным шаблоном is_e и выбрать в качестве класса pawn либо character. На самом деле в нашем конкретном учебном примере можно воспользоваться какой-нибудь нодой do_once, поскольку мы сейчас глобально с логикой не заморачиваемся. Давайте протестируем. Все, теперь без косяка. На самом деле, кто хочет больше покопаться в аудиоконсольных командах, я также оставлю ссылку на документацию, в которой имеется листинг всевозможных аудиодебажных команд. А сейчас давайте посмотрим классный плагин, с помощью которого можно удобно управлять консольными переменными. Так, только я закрою ненужные вкладки, их слишком много. Переходим в меню Edit Plugins и в поиск вводим консоль. Плагин называется Console Variables Editor. Включаем его, необходимо будет перезагрузить эдитор. Делаем это. И после того, как мы включили плагин, в меню Window нам доступно окно плагина, которое называется Console Variables. В строке поиска можно искать различные консольные переменные, которые доступны в движке. Давайте с вами найдем консольные переменные, которыми мы пользовались в данном уроке. Ввожу AU 3D Visualize, нажимаю Switch All
и выводятся все консольные переменные, в которых данная подстрока была найдена. Мы с вами использовали консольную переменную visualize_enabled, и для того, чтобы добавить собственный список, необходимо справа нажать на звездочку. И также мы с вами использовали консольную переменную attenuation, поэтому также добавляю ее в закладки. После этого наш поиск можно очистить, например, нажав на крестик справа. И теперь в нашем рабочем списке две консольные переменные. Помимо консольных переменных имеются консольные команды, например, stat_fps, и такой поиск ни к чему не приведет, ничего не было найдено. Но команды также можно добавлять, для этого необходимо нажать на кнопку с плюсиком console variable и ввести консольную команду stat_fps. И как мы видим, она добавилась в наш список. Или, например, самая полезная консольная команда help. Консольные команды мы уже можем запускать в эдиторе и, например, запустим команду help, нажимаю на кнопку execute. А по ходу в input поле необходимо единичку добавить, хотя, по-моему, из-под консоли она и так работает. И команда help генерирует HTML-ник со всеми доступными командами в движке. В поиске можно отфильтровать, почитать описание команд. Достаточно удобная штука. Или, например, stat_fps. Если мы нажимаем на execute, то справа в худе появляются frame per second или убираются. Ну, то есть такой контрольный пункт управления консольными командами. Можно его, например, добавить вниз. Запись игровых звуков я выключил, поскольку нам сейчас это не важно, а важны нам консольные переменные. То есть variable можно вообще выключить. И мы видим, что debug, информация о каждом звуке, не отображается. А если мы значение устанавливаем в единицу, то debug информация отображается. Работает. И при наведении, кстати, на консольную переменную также можно посмотреть описание. Stat_fps в игре также работает. А вот attenuation, кстати, в игре не работает. И я так и не понял, почему. То есть информация в худе слева не убирается. И если мы удалим наш вызов консольной команды на begin play, то отобразить данную дебаг-информацию также не получится. Хотя в логе видим, что данная команда отправляется. Тут имеется некое сообщение, которое связано с мультиюзером. Но у меня, честно говоря, данный плагин даже не включен, поэтому надо посмотреть в исходниках данного плагина, как они выставляют консольные переменные. Может, где-то баг. Либо я что-то забыл, поэтому напишите в комментариях, получилось у вас или нет. И еще одна прикольная возможность у данного плагина. Можно сохранять выбранные консольные переменные в отдельный презет. Давайте создадим поддиректорию, назовем ее dev. А датасет назовем cvar sounds. И теперь данный набор звуковых аудиоконсольных команд можно напрямую открывать. Так, только по ходу он экзекьютит все команды при инициализации, поэтому, например, help можно удалить. Давайте пересохраню. Перезаписываем. Такой вот достаточно удобный плагин. Я сейчас в фоне залью все изменения в репозитории и покажу также вики. Итак, я дополнительно все метасаунды убрал в поддиректорию lesson 1. Лицензионные ассеты наших фоновых звуков я выложить не могу, но я нашел неплохой сэмпл в движке. В общем, данные звуки будут в репозитории. Вы, я надеюсь, собственно, и подберете. Патч я положил в поддиректорию patches, поскольку, возможно, данный патч мы будем также использовать и в дальнейших уроках. И также создал две карты. На одной у нас чисто шары, а на другой бэкграундная музыка, чтобы было проще ориентироваться. У данной мини-серии, как я говорил, будет отдельная вики, как и у всех у других наших курсов. Здесь собраны все ссылочки, также консольные команды, которые я использовал в данном уроке, ссылка на сайт с сэмплами, и на GitHub будет доступен репозиторий Unreal Meta Sounds. Отлично сегодня поработали, базу метасаундов изучили, в следующих уроках будет только интереснее. Подписывайтесь на канал, ставьте лайки, пишите комментарии. Всем огромное спасибо за просмотр.
Увидимся в следующем видео. Всем пока!